Новый Касперский защитит твои фотки, пароли, номера карт. Если они дороги тебе, то и хакерам тоже. Ха, размечтался. Весь дом подрубился к твоей сети? Мы предупредим. Пока. Мне их почти жалко. Ох, мощное железо достойно мощной киберзащиты. Серьезно, сам чекни. Топ. Защита. Класс! Говорил же. Твоя онлайн-жизнь важна. Защити ее с новым Касперским. Всем привет, друзья! В этом видео мы с вами попробуем сделать свою настоящую мини-приставку консоль, мини-компьютер. И это не просто поставим с вами обычную Windows и Steam в режиме Big Picture. Нет, в этот раз я установлю на этот супер мощный мини-ПК линуксоидную точную копию той самой операционки, что стоит в Steam Deck. Если вы, конечно, знаете, о чем речь. Мы проверим и сравним, на чем лучше работают игры, где ниже температура и так далее. Причем, знаете, что самое интересное? Этот мини-ПК от Minis Forum, он сегодня считается самым мощным из существующих в формате Nuke, скажем так, потому что внутри стоит самый последний процессор Ryzen 9 7940HS на 8 ядер 16 потоков. Еще у нас внутри, внимание, целых 32 оператива DDR5 двухканальные на частоте 5600. Ну и самое интересное, что внутри стоит процессор, находится, пожалуй, самый заряженный на сегодняшний день из существующих видеоядро под названием Radeon 780M. Именно этот видеочип стройка по заявлению AMD сможет запускать все современные проекты, и не только современные, в нативном Full HD и даже в 2К на средних высоких настройках в 60 FPS и даже больше. То есть, по сути, это видеоядро 780M по скорости сопоставимо, например, с видеокартой GTX 1650 или еще более мощная, чем великая народная 1050 Ti. Причем саму Steam Deck или SteamOS, собранную вручную, сама компания Valve рекомендует собирать именно на железе AMD, так как там не нужны специальные драйвера NVIDIA и так далее, поэтому данный мини-компьютер просто идеально подходит под создание Steam машины. Мы с вами сделаем из этого мини-ПК настольный Steam Deck, но в 3 раза мощнее портативки и по той же самой цене. Стоит такой ПК на Озоне в среднем 60 тысяч, и в то же время Steam Deck на 256 стоит тоже 60 тысяч, так что есть у нас выбор: или покупать портативку слабую относительно, или же купить и сделать ручками своими домашнюю Steam Deck в формате мини-ПК. Причем делается это все очень просто. Все это я вам расскажу в этом видео, но сперва немножко полезной информации. Друзья, и раз уж это видео мы посвятили запуску игр на консоли и ПК, то обязательно стоит вспомнить о замечательном сервисе Ice Games. Это многофункциональный сервис для геймеров с удобной навигацией, где можно не только купить лицензионные ключи для компьютерных игр, но и для консолей тоже можно купить, например, для Xbox. Плюс к этому на сайте можно выгодно пополнить баланс своего аккаунта в Steam или купить подписку Game Pass. И есть, друзья, отличная новость. Ice Games в партнерстве с Яндекс.Сплит запускает новый способ оплаты, который поможет вам не беспокоиться о повышении цен, и речь идет про оплату через Яндекс.Сплит. Я сам лично пользуюсь им постоянно, покупаю различные железки. Так вот, в нашем случае с помощью Яндекс.Сплит вы сможете вносить сумму за покупку частями и наслаждаться полученными играми прямо сейчас. Как это работает, вы спросите? Все очень просто. Стоимость вашей покупки делится на равные порции, после чего списывается первая часть, а остальные части вы можете распределить на 2, 4 или 6 месяцев, как вам удобно. Но еще раз повторюсь, после оплаты первой части вы сразу получите свой ключ, который вы можете использовать прямо сейчас. Это очень удобно, поверьте мне, и сам же сервис Ice Games имеет постоянно растущий ассортимент, появляются новинки, и я лично часто просматриваю вкладку «Оплата без комиссии». Там множество крутых хитов, как и на ПК, так и на Xbox. Например, Red Dead Redemption 2 часть, Diablo 4, Remnant 2 часть и множество иных проектов. Сам процесс покупки игр и подписок очень простой. Никаких сложностей с WebMoney, без риска блокировок карты Kiwi, а также без скрытых комиссий. Ну а если вам что-то непонятно и есть вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь в техподдержку, и ребята ответят вам в течение 2 минут. А теперь в конце, друзья, бонус. Специально для моих подписчиков моего канала Ice Games снижает комиссию на пополнение российских аккаунтов Steam до конца ноября. Поспешите прямо сейчас, ссылочки в описании. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, сперва давайте немножко расскажу вам про сам компьютер и то, как он устроен внутри. Во-первых, у нас имеется, конечно же, сам компактный корпус модели UM790 Pro, и в нем вместился мощный процессор 9 Ryzen, я об этом уже рассказывал. Далее у нас 2 плашки оперативы по 16 DDR5 и SSD-шный накопитель на 1 ТБ. Плюс еще имеется
один слот под SSD и можно сделать при желании RAID массив. То есть начинка по современным меркам для мини-ПК просто топовая, и мощнее собрать просто невозможно. Сей ПК подойдет не то, что там, скажем, для офисных задач или там, например, для учебы. Нет, это все просто детский сад. На этой штучке можно спокойно монтировать видео, очень даже непростые, делать всякие сложные задачи, ведь процессор умеет бустить свои частоты вплоть до 4700 по всем ядрам, ну и память тоже, конечно, очень быстрая на частоте 5600. И сперва, знаете, чтобы понять, зачем вообще нужно всем этим бредом заниматься, там ставить Linux сверху на Windows 11 на этом ПК, если можно просто использовать Windows 11, давайте изначально с вами сравним производительность и протестируем парочку проектов именно на Windows 11, и потом уже поставим Steam операционку, причем точно такую же, что и стоит на Steam Deck. Итак, начнем, пожалуй, с Windows 11, запустим Counter-Strike вторую часть новую, и тут я решил выставить пресетом высокие настройки Full HD с включенным сглаживанием CMA2 и FSR в режиме качества. И вот с такими настройками мы с вами видим средний фреймрейт от 90 до 110 с просадками до 85, возможно там 80. Но обратите внимание на температуру железа внутри мини-ПК. Она не поднимается выше 65, возможно там 67. То есть это самый холодный мини-ПК из всех, что я вообще встречал в своей жизни. Это самая лучшая пока что система охлаждения, и железо остается стабильно на высокой частоте, и процессор выдает частоты 4700, 3700 по всем ядрам. Это очень высокая частота, и обычная температура у большинства подобных ПК уже там, бывает, возможно, 90, и падает при этом теплопакет, падают частоты, и начинается тротлинг и так далее. Но не в нашем случае. В общем, друзья, едем с вами далее, и теперь запустим GTA 5 на высоких Full HD со всеми эффектами, и это нормальные такие требования именно к железу. Это далеко не самые низкие настройки, так что здесь у нас стабильные 70-85 кадров с просадками до 65, это более чем достойный результат. Еще раз повторюсь, это не 720p, как на Steam Deck, и это высокие настройки с эффектами, и в GTA 5 в среднем 70, возможно 80 кадров. Температура, опять же, очень низкая, не больше чем 67, отчего частоты на процессоре далеки от того, чтобы тротлиться, и при этом шум от вентиляторов явно не турбина, и на расстоянии метра он работает в 3 раза тише, чем любой из ноутбуков. Пожалуйста, послушайте. Что ж, друзья, GTA 5, я думаю, уже в принципе можно заканчивать, тут все понятно, и теперь в конце закинем что-то посложнее, и явно это будет, конечно же, Киберпанк с пресетом на средних настройках Full HD с включенным FSR в режиме баланса, но резкость равна единице, чтобы было не сильно мыльно. И вот, значит, ситуация у нас следующая, здесь уже не получается заветные 60 кадров, но все равно 45 с просадками до 40, это более чем комфортный фреймрейт с нормальной такой себе, знаете, кривой, причем на средних настройках явно лучше визуально все в Киберпанке, чем, скажем, на низких 720p, как это бывает на Steam Deck, и все равно у нас достойный 45, но Киберпанк не был бы Киберпанком, если бы не сильно юзал процессор с его большим и тяжелым открытым миром, и тут процу приходится тяжелее всего, и Ryzen 9 работает на пределе своих возможностей, отчего температура выросла до 75, однако, на секундочку, это все равно все еще не 90 и 95, это далеко не причина переживать, поверьте, проц стабильно держит свои частоты и даже не собирается их понижать, чтобы была низкая температура. Еще раз вдумайтесь, Киберпанк на средних настройках Full HD выдает на этом мини-крошечном ПК стабильные 45 кадров, и его температура далека от критических. Но мы не для этого собрались в этом видео, друзья, и теперь с вами сделаем из этого мини-крошечного PC настоящий Steam ПК на основе операционки от Steam Deck, именно та, что стоит в этой портативке. В общем, что же нам для этого нужно? Я внимательно изучил все, что есть в интернете, все получилось у меня буквально с первой попытки, так что рассказываю свой личный способ. Во-первых, нам нужна любая флешка, самая простая на 8 гиг, далее нам нужен компьютер или ноутбук, чтобы банально скачать, разумеется, операционку Steam Deck на эту флешку. В общем, друзья, поехали. Первое, вставляем флешку в компьютер или ноут и форматируем ее в формате FAT32, это важно. Далее, второе,
нам нужно открыть сайт под названием Balena и скачать на нем специальный софт под названием Flash Flawless, именно версия для Windows или там для Mac, что у вас там, не знаю. В общем, я оставляю зрителям в описании ссылку на этот сайт и также инструкцию. Далее едем, в общем, третье, после скачивания и установки Flash Flawless на ПК для создания загрузочной флешки, идем на второй сайт, на котором скачиваем готовый обновленный образ операционки Steam Deck. Скачиваем этот образ и далее все просто. Открываем Flash Flawless, эту самую софтину, что делает загрузочную флешку. В ней сперва выбираем скачанный образ Steam Deck, далее открываем второй пункт, выбираем в нем свою флешку, куда будем ставить образ, и далее нажимаем старт и ждем в среднем, возможно, там 10-15 минут, пока установится наш образ на флешку, чтобы, понятное дело, установить операционку на ПК. В общем, все, флешка готова. Теперь достаем нашу флешку из ноута или вашего ПК и вставляем ее в наш мини-ПК и запускаем его, нажимаем клавишу питания, но запускаем сперва BIOS, нажимаем множество раз клавишу F1 во время загрузки, чтобы зайти именно в BIOS. В этом BIOS идем в раздел Security, там опускаемся в самый низ и в этом Security Bot выключаем опцию, нажимаем Disable. Далее, значит, возвращаемся в меню обратно и открываем теперь раздел Bot. В нем в приоритете загрузок выбираем устройство USB, то есть делаем так, что ПК загрузился сперва с флешки, на котором стоит наш SteamOS операционка. Все, потом выходим, значит, из этого меню, открываем ниже опцию Save и Exit, сохраняем настройки, все, идет, значит, перезагрузка, после которой появляется черный экран с выбором установочных файлов, и здесь мы выбираем второе меню в автоматическом режиме. Потом начинается установка, там ждем минут, возможно, 10-15. После установки SteamOS нужно там еще немножко, в общем, понастраивать установочный носитель, выбрать, куда будет ставиться SteamOS, ввести всякие там пароли, учетные записи свои, дать имя аккаунта. Все это есть в куче обучающих видео на YouTube. Я не буду сейчас прям вдаваться в подробности по каждой опции, просто оставлю ссылочки в описании, где люди рассказывают про эти настройки более детально, и ошибиться там крайне сложно. Все, после этих манипуляций у нас установилась линуксоидная операционка, такая же, как и стоит на Steam Deck. Это авторская сборка, больше никаких драйверов ставить не нужно. Сразу открывается лаунчер дека, в нем можно сочетанием клавиш на геймпаде от Xbox открывать меню, в котором можно выставлять частоты процессора, включать мониторинг показателей, включать FSR, Bluetooth, в общем, там полно всяких настроек. Просто нажимаем клавишу Xbox, этот самый шарик, и одновременно клавишу A. Все очень просто. Также в этом лаунчере работает мышка с клавиатурой, и можно запускать стрелялки типа там КС через мышку с клавой без проблем. Короче, это все тот же самый Windows, но только на Linux. Но лаунчер Steam это не единственное, что есть в этой операционке. Если нажать клавишу «Выйти на рабочий стол», то перед нами открывается в прямом смысле слова настоящий рабочий стол Linux, точно такой же, как и на винде. Можно браузер здесь открыть, смотреть видео в YouTube, ставить всякий софт, можно редактировать документы и просто работать. Короче, это все та же самая винда, но более стабильная и работает немножко по-иному. Таким образом, у нас выходит, что при запуске получаем фирменный внешний вид оболочки Steam Deck, и второе, мы имеем вполне себе рабочий компьютер на Linux. Так что это такой себе, скажем, консоли, компьютер 2 в одном. Да, с одной стороны, то же самое можно сделать и на обычной винде, просто поставить запуск Steam Launcher в режиме Big Picture сразу после запуска винды, но все же, насколько мне известно, как утверждают техноблогеры или просто те, кто сидят на Linux, что якобы там больше производительность, не такая сложная Linux, как винда, и поэтому все ресурсы идут на приложение, а значит больше FPS в играх, если запустить их через Linux, как в нашем случае. И вот это мы сейчас и проверим. Итак, весь мониторинг показателей я делаю через встроенное приложение, и запись видео напрямую делаю с экрана, так как съедает ресурсы приложения встроенное, поэтому пишу именно с экрана. И если судить по записи, то средний фрейм в Counter-Strike 2 на высоких настройках Full HD равен 100 FPS, и это чутка больше, чем было на Windows 11 в таких же самых условиях. Там у нас, если помните, в среднем 75, возможно 80, и это на 5-10% медленнее, чем на SteamOS в Linux. Но обратите внимание, процессор немножко иначе работает на Linux. Он не выдает предельные частоты, там 4700, 3600, а напротив его частоты сильно плавающие, отчего температура на проце и видеочипе в среднем 60 с копейками, а не 65-66, как было на винде. Кстати, в контре можно использовать геймпад от Xbox, что я делаю сейчас. И да, стрелять таки, то есть целиться, конечно, очень непросто после мышки с клавой, но если просто вам лень вставать с дивана, то можно и на геймпаде тоже запустить КС. В остальном все нормально, плюс
плюс 10-15 кадров больше именно в Linux и конкретно на нашем мини-ПК Steam Deck. Вот такая ситуация. Окей, друзья, идем далее. Теперь у нас на очереди GTA 5 на SteamOS или Steam Deck PC, не знаю, как правильно в общем назвать. И тут я выставил все те же самые высокие настройки Full HD со всеми эффектами и получаем в среднем от 85 до 95 с просадками до 70. И опять-таки это на 10-15 кадров больше, чем с такими же настройками, но на Windows 11. Что интересно, по температурам ситуация в целом одинаковая, но вот разница FPS все же более заметна. Да, это не сильно критично, и на винде тоже было 70 кадров, но это не 80 и 90. Ну как бы здесь все и так видно. Можно даже выставлять очень высокие настройки Full HD и высокие в 2К, и все равно будут заветные 60 кадров. Но это все были цветочки, друзья. Всякие там Counter-Strike, GTA 5 не показатели. И теперь запустим наконец-то Киберпанк. И тоже на средних Full HD с включенным FSR в режиме баланс. И вот тут уже вообще картина маслом. У нас почти стабильные 50 FPS на SteamOS и 45-40 с натяжкой на Windows 11. Да, там тоже есть просадки до 45 местами на Steam машине, но и на винде тоже бывали просадки до 30-35. Причем, опять-таки, обратите внимание, как юзает проц именно Windows 11 и как это делает линуксоидная операционка Steam. Почти всегда на винде проц стремится к максимальной частоте процессора 4700, и температура на ядрах при этом поднимается из-за этого до 75-76, а на SteamOS довольно сильно плавающие частоты процессора, и она использует только необходимые ресурсы, отчего температура процессора не поднимается выше 68, возможно там 69. Таким образом, друзья, да, Linux-платформа умеет работать с железом и при этом даже выдает ниже температуры и выше фреймрейт, что странно. Поэтому все портативки на винде, можно сказать, теряют от своей мощности 10-15%, если изначально идут на Windows вместо SteamOS. Всякие там ROG Ally или китайские портативки, там Lenovo и так далее, все они идут на Windows 11. А если поставить на них SteamOS от дека, то будет выше FPS и ниже температура. Вот к таким заключениям я и пришел на личном опыте. Однозначно только зрителям решать, превращать ли свой этот мини-ПК из коробки в Steam-платформу. Сносить вам лицензионную винду и ставить авторские сборки Steam Deck, это тоже лично вам решать. Честно, если вот свое личное мнение, все же лицензионная Windows 11 стоит как бы совсем не дешево, и ради того, чтобы получить плюс 5, возможно 10 кадров и чуть ниже температуру, наверное, я бы, честно, все же оставил Windows 11. Она более мне лично привычна, в ней удобнее работать, но еще раз повторюсь, если вам плевать на Windows 11 и хотите сделать тупо игровую платформу на SteamOS в Linux, то это действительно отличное решение, особенно по размерам и мощности. Вот такая вот у нас ситуация с этим мини-ПК. Если вам было интересно это видео, пишите в комментариях, я обязательно еще сделаю, сниму что-то подобное в будущем, если вам, конечно, понравилось. На этом, друзья, у меня все. Я желаю вам не болеть и увидимся уже очень скоро. Всем удачи. Пока-пока.